Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Отказ Финляндии от российского газа обернулся самыми высокими ценами в ЕС и проблемами с СПГ. Этой зимой стоимость топлива на бирже подпрыгивала почти до $1000 за 1000 кубометров, тогда как, например, в Германии она не поднималась выше 600. Стала ли Финляндия более импортонезависимой от российского газа, нефтепродуктов, электричества и, собственно, дров? Или стала зависимой, но от кого-то другого? Борис Леонидович, прокомментируйте, пожалуйста. Давайте, как всегда, с журналистского задора перейдем на суровую реальность. Да, баланс изменился. Да, независимость выросла. Связано это, разумеется, с вводом в строй замечательного третьего энергоблока атомной электростанции Олкилуота, 1600 мегаватт. Да, это серьезно, потому что общая установленная мощность объединенной энергосистемы Финляндии 22 гигаватта. То есть это практически 8% новых. На день сегодняшний, если смотреть по установленной мощности, атомные электростанции, те, которые имеются, 3,4 гигаватта, ветроэлектростанции 7 гигаватт. Все реки, какие в Финляндии есть, использованы практически полностью, это еще 3 гигаватта. Очень много работы идет вот по твоему самому биоматериалу, то есть это и мусор, это и щепа, это и торф, и, в общем, все, что может гореть, у них горит, заодно обеспечивая тепло. Установленная мощность газовых электростанций и крупных котельных 2 гигаватта. Соответственно, спрос на газ в пределах 1,5 миллиарда кубометров. Точка. Разумеется, при таком небольшом объеме волатильность имеет место быть. Никуда от этого не денешься, но в Финляндии это не прибалтийские республики, здесь торопились медленно, ко всему этому готовились. Заминка была, разумеется, с Олкилуота, но французский шарм известен. Опоздали там лет на 15 каких, но ведь построили. Планировалось ввести, в общем, долго можно рассказывать, сколько раз планировалось ввести, но вот ввели. Вот, собственно говоря, и вся история. Волатильность цен, да. Но с учетом того, что вклад в выработку электроэнергии, часть газовых электростанций используется только как пиковая на случай сильных морозов, там, простите, в пределах 7-8%. Но и от того, что там выскочили цены, ну, кто-то где-то получит серьезные счета за обеспечение не столько электроэнергии, сколько теплом. Вот, собственно говоря, вся картинка, если убрать задор вот такой. Ничего выдающегося в происходящем не видно. Единственное, что вызывает, конечно, сомнение решения по плавучему регистрационному терминалу ИНКО, проект на двоих с Эстонией, мощность по регазификации 5 миллиардов кубометров. Годовой спрос в Финляндии, повторяю, 1,5 миллиарда, в Эстонии 500 миллионов кубометров. Мощность 5 миллиардов кубометров. Вот здесь, на мой взгляд, была ошибка. Понятно, что рассчитано на максимальную производительность во время отопительного сезона. То есть вот у нас морозы, нам нужно подать максимально большой объем газа в наши пиковые котельные и так далее, и так далее. Вот пусть будет с запасом. Но очевидно, что это аренда. Очевидно, что это сказывается на стоимости уже регазифицированного газа в нормальном состоянии для конечных потребителей. Ну да, вот здесь, на мой взгляд, ошибка. Могли бы как-то иначе это сделать, но не исключено, что что-нибудь еще придумают. И на самом деле, если говорить о зависимости от российского газа, даже в те времена, когда Олкилуота еще только строился, процент вклада газовой генерации в энергобаланс Финляндии был порядка 15%. Сказать, что для них это чрезвычайно критично, нет, не получится. Причина не потому, что Финляндия десятилетиями выстраивала свою независимость от России. Любите геологию, мать вашу, уважаемые зрители и слушатели. Гранитные грунты Финляндии не позволяют заглубить газопровод. Поэтому там, где возможность была, они это сделали. А если смотреть на поставки СПГ, то позволю себе напомнить, что проект «Криогаз-Высоцк», первый среднетоннажный проект СПГ в России, строился, исходя из подписанного
контракта «Газпрома» и «Газум». Западное побережье Финляндии газифицировано не было никогда за счет газопроводов. Там всегда поставки шли вот в таком виде. СПГ привезли в криогенные емкости и потихоньку расходовали. И из тех 600 тысяч тонн в год, которые имеют мощность криогаз Высоцк, собственно говоря, все 600 и должны были уходить в Финляндию. Но поскольку достаточно сложно реализовывался этот проект, он первый в России, французские технологии, не так просто было локализовать и так далее, и так далее. За это время у «Газума» случилась крайне занимательная история. Норвежский поставщик СПГ оказался денег должен столько, что «Газум» забрал эту компанию просто за долги. А у этой компании была целая пачка договоров на сжижение природного газа на соответствующих заводах в Норвегии. Вот тогда появился второй акционер в лице «Новатэка». Напомню, у «Новатэка» 51%, 49% у «Газпрома». При этом, если открыть наши уважаемые СМИ, мы все увидим, что это проект, разумеется, «Новатэка». Да, контрольный пакет у «Новатэка», кто бы спорил. Но источник газа – единая система газового снабжения. То есть изначально газ покупается у «Газпрома», которому принадлежит 49% акций «Криогаз Высоцка». Будем считать, что новатэковский проект. То есть часть территории уже в те времена, когда строился «Криогаз Высоцк», когда он вводился в эксплуатацию, и до того снабжался СПГ автомобильным транспортом. Объемы действительно небольшие, это небольшие поселения. Финляндия площадь имеет большую, но Лапландия практически не заселена. Основная часть населения Хельсинки и пригород Эспо. Там, кстати, работают достаточно крупные газовые электростанции. Я могу даже название сказать, если кому-то от этого легче будет. Можно не упражняться. Ну, собственно говоря, вот такая картинка. Энергобаланс такой, какой есть. Действительно, Финляндия уделяет много внимания тем самым вариантам СВИЭ, которые являются регулируемыми. То есть та самая щепа, есть небольшие котельные, работающие просто на торфе. Да, это возобновляемый источник энергии, все в соответствии с европейской классификацией, но тем не менее, вот тут зависимости нет. Зависимость была на индивидуальных котлах отопления, поскольку там много использовалось не только древесной щепы, но и древесных гранул. Древесные гранулы, да, поступали из наших западных регионов, переключились на Латвию после 22 года, но сейчас уже и в Латвии не очень хорошо. Может быть, поэтому такая волатильность цен. А так, ну, вот где газ. В Хельсинки Suominoja ТЭЦ 350 мегаватт. В Тампере Найтилханте Найстенлахте, простите, 350 мегаватт. Ну и все. И пиковые котлы по 100 мегаватт, две штуки Веспа. Вот и вся потребность в газе. Ну да, конечно, мы слышали очень много звонких слов. Построен интерконнектор между Эстонией и Финляндией. Огромный проект, целых 90 километров подводного газопровода. Никто такого никогда не видел. Именно поэтому проект с регистрационным терминалом Винко совместный с Эстонией. Мысль заключалась в том, что да, мощность избыточная, но можно купить много-много СПГ, взять то, что необходимо себе, остальное прокачать в Эстонию, Эстонию прокачает в Латвию, загрузит его на хранение в подземное хранилище газа в Инчукалсе под Ригой, и потом будет в результате региональной интеграции. Дальше мы слышали очень много умных слов. При этом те, кто эти слова произносил, забывали о том, что еще один регистрационный терминал стоит в Клайпеде, мощность 4 миллиарда кубометров, совокупная потребность трех республик Прибалтики и Финляндии вместе взятые 5. Ну вот, с одной стороны, да, они надежно застрахованы на случай суровых холодов. Мощность регистрационных терминалов позволяет вкачать все, что потребуется, и даже с запасом. С другой стороны, аренду надо оплачивать.
Куда такие излишки объемов газа девать непонятно. Если покупать в небольших объемах, поставщики, разумеется, поднимают цены, ну и так далее. Вот это мы наблюдаем. Ну, они сделали свой выбор. Они рассчитывают на то, что и дальше смогут за счет биоматериалов, там и мусороперерабатывающие заводы работают. У нас как-то, ну, мы еще не успели, мы, собственно говоря, 10 лет всего как строим. Там уже работают. Удивительное рядом. При этом никто звания Героя Финляндской Республики до сих пор не получил. Да, вот такой скандинавский достаточно рациональный подход, использование всего, что можно заставить гореть тем или иным способом. Согласитесь, что в России, допустим, торфяных котельных нет, но у них есть болото, они используют торф. Мы этого не делаем, потому что можно, а зачем? Белоруссия, допустим, поступает совершенно иначе. Из Белоруссии в наш адрес неоднократно раздавались предложения заняться нашими болотами, потому что там не только торфяные котельные продолжают работать, там продолжается выпуск всей техники, необходимой для заготовки и сушки торфа. Белоруссия, по-моему, каждые 3-4 года предлагает, что ну, давайте возьмем какое-нибудь болотце неподалеку, например, в Псковской области, и будем в ближайшие 100 лет его разрабатывать. Ну, мы молчим, у нас все есть. Вот, да, с одной стороны, весело, когда вот так прыгают цены из-за всего перечисленного. Небольшой объем. Похолодало на этой неделе, нам срочно нужно СПГ, ну, получить цену. И СПГ тоже получи. Но цена, поскольку тебе надо срочно, как в дружной европейской банке народов принято, разумеется, задирается в разы. Ну, вот как-то так. Разумеется, в том случае, если был бы реализован проект строительства еще одного атомного энергоблока с Росатомом, вот такой волатильности мы, наверное, уже точно в Финляндии не наблюдали. Но вот политика решила, что энергетика, она на втором плане. Ну, Финляндия с такими решениями далеко не одинок. Борис Леонидович, а насколько надежно, в принципе, это ВИА? Потому что мы в этом сезоне видели новости о том, что в Финляндии рекомендовали жителям снижать отопление до комфортных 18 градусов в помещении, либо его снижать в помещении, в котором они не находятся, до 16, чтобы экономить электроэнергию. Там ветряки замерзали на лету, можно сказать. Это вообще как с этим выживать? Ну, на мой взгляд, это следствие некой спешки. Внезапно состоялся отказ от строительства атомной электростанции, атомного энергоблока в количестве одна штука с Россией, значит, нужно было срочно придумать, как, чем заместить 1200 мегаватт мощности. На всякий случай напоминаю, что коэффициент использования установленной мощности у атомных электростанций 90%, у ветроэлектростанций 20-25%. Ну, то есть практически в 3-4 раза меньше. Для того, чтобы заместить 1,2 гигаватта атомной мощности, надо построить где-нибудь так 4 гигаватта ветроэлектростанций. Это Европа, здесь никто никогда не расслаблялся, здесь надо любить ближнего, чтобы дальний не приблизился и не полюбил тебя первым. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм «Геоэнергетика Инфо». Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Читайте эмоциональные заметки журналистов, не забывайте находить под ними факты. Тогда эмоций становится меньше. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.